Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о вещах, которые категорически нельзя делать после захода солнца. Дело в том, что таким образом вы рискуете привлечь беды, несчастья, проблемы в свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, для того, чтобы понимать, осознавать и знать, которые вещи нельзя категорически делать после захода солнца. Конечно же, наши предки передавали из поколения очень множество народных примет, суеверий, традиций, которые говорили нам о том, что категорически нельзя делать именно вечернее время, то есть уже именно после захода солнца, потому что для кого-то вечер наступает и в 16 часов, и в 17 часов, но мы здесь делаем акцент после того, как солнышко уже ушло. Конечно же, многие из нас знают, что вечером нельзя выносить мусор, смотреть долго в зеркало, да и вообще в зеркало не стоит смотреться в вечернее время. И, конечно же, давать в долг деньги или брать деньги в долг. Помните о том, что деньги это в первую очередь не банкноты, о которых мы так любим шерстить, чувствовать, но это в первую очередь энергия. И для того, чтобы в нашей жизни действительно был постоянный поток изобилия, достатка, благополучия, очень важно, чтобы вы уделяли особое внимание деньгам. Но мы еще хотим поговорить о некоторых народных приметах, которые важно не делать уже после захода солнца. Итак, что же вечером нельзя делать? Первое, это нельзя делать прически и стричься. И здесь мы говорим с вами о любом дне недели, вне зависимости от убывающая луна, растущая луна, полнолуние или новолуние. Запомните раз навсегда, солнце зашло, ни в коем случае нельзя делать прически, а тем более стричься, потому что вы тем самым рискуете потерять свое здоровье. Конечно же, кто-то скажет о том, что ну и что, я вот прихожу после работы, иду в парикмахерскую или в салон красоты, мне делают прическу, мне стригут и так далее, у меня все хорошо, все отлично в жизни и так далее. Вы должны понимать, что многие моменты в нашей жизни имеют накопительный эффект. То есть, может быть так, что полгода, год, два, три в вашей жизни быть все прекрасно и даже идеально. Вы даже не задумываетесь над тем, что может что-либо произойти в вашей жизни. Но ни с того ни с сего в один момент происходят определенные события, которые начинают резко, при этом кардинально менять вашу жизнь. И после этого человек уже начинает задумываться, а что же он сделал не так? И вот здесь очень часто вот наши все те ошибки, все те наши моменты, которые мы с вами игнорировали, начинают приводить в действие определенные события. Поэтому 10 раз подумайте перед тем, как принять вот такое вот решение. Что же еще нельзя делать после захода солнца? Нельзя ссориться, нельзя конфликтовать, спорить, потому что таким образом вы можете привлечь неприятности и проблемы со сном. Многие люди почему-то очень любят выяснять отношения именно в вечернее время или в ночное время. Дело в том, что ни в коем случае нельзя это делать, потому что в вечернее время, в ночное время, когда вы начинаете выяснять отношения, вы начинаете ругаться, в темное время суток энергетика негатива, она наиболее активизирована. И она помогает вот этому эгрегору ненависти, злости, боли увеличиваться. Да, это все на энергетическом уровне, но в один момент это перерастает, к сожалению, уже в материальный наш мир, который начинает и привлекать определенные неприятности, определенные проблемы. Поэтому, если вы хотите выяснить отношения, вы хотите поругаться даже, да, в таком случае делайте это в дневное время. Лучше всего, если вы будете делать это в первой половине дня. Почему именно в первой половине дня? Дело в том, что, знаете,
Недаром есть поговорка, что утро вечера мудренее. Дело в том, что когда мы на свежей голове, мы более рационально можем мыслить, мы можем осознавать и понимать, что вообще происходит в нашей жизни. Недаром люди, когда человек, он выспавшийся, он отдохнувший, он по-другому и более рациональнее начинает мыслить и думать. Вот так и здесь, который относится к любому негативу. Поэтому, если вы хотите ругаться, выяснять, даже если это по телефону вы хотите выяснять, переносите на первую половину дня уже любого дня. И выясняйте, ругайтесь. Кроме того, вы увидите, что результат будет даже не такой эффектный, как бы вы хотели. Обращаем на это особое ваше внимание. Далее, что еще нельзя делать в вечернее время после захода солнца, это менять лампочки. Если у вас перегорела лампочка уже в то время, когда наступила темнота, не расстраивайтесь, не переживайте и лучше отложите это дело до следующего дня. Помните о том, что, во-первых, с многих людей лампочек, скорее всего, нету дома, потому что мы, как правило, их не подкупаем, а покупаем только в тот момент, когда у нас происходят события, потому что сейчас в мире технологий лампочки служат, как правило, очень долго, и покупать намного больше, просто, наверное, нет смысла. Далее, друзья, что еще нельзя делать в то время, когда уже зашло солнышко? Нельзя ни в коем случае оставлять посуду, именно грязную, пустую посуду на кухне, а также острые предметы. Дело в том, что когда мы с вами оставляем грязную посуду, конечно же, многие хозяюшки могут найти причину. Я очень тяжело работаю изо дня в день, все на мне, дети, муж, обязанности, я ничего не успеваю. Вы должны понимать, что, во-первых, вы сами себя отправляете в эту знаете, яму негатива, в яму грязи, потому что вы тем самым вы не готовы наоборот, открываться позитивному, солнечному, прекрасному миру. Вам лучше ныть, хныкать и плакать, и говорить о том, что вы ничего не успеваете, что вы не успеваете и помыть посуду, и сделать одно, другое и третье в доме. Поэтому старайтесь всегда делать именно это в дневное время. Далее ни в коем случае не оставляйте в ночное время пустую посуду на столе. Помните о том, что любая посуда должна быть всегда у вас разложена, в том числе и кастрюли, и всевозможные миски, вилки, ложки и так далее. А также это касается и острых предметов. Никогда не оставляйте, особенно ножи, на столах или вообще на любом столе. Старайтесь вытирать все и раскладывать, чтобы когда ночь приходит, энергетика не без негатива не беспокоила вас. Это очень важно. Также обращаем ваше внимание, что ни в коем случае нельзя и в ночное время вывешивать постельное или вообще какое-либо белье после стирки. Многие хозяюшки любят что делать? Поставила стирку, сегодня у нас все это на автомате, все очень цивилизованно, очень удобно. И мы все стараемся в вечернее время, в ночное время вывесили на балкон, и мы решили, что мы закрыли вопрос. Но дело в том, что в вечернее, в ночное время очень много нечистой силы, много негатива витает в небе и вообще в воздухе. И таким образом вы можете нарочно или ненарочно прицепить этот негатив к тем вещам, которые вы вывешали. Поэтому, чтобы этого не было, ставьте стирку. Есть режим, когда можно отложить стирку, пусть она себе, если вы хотите, чтобы только-только постиралась, вы считаете время, сейчас есть тайминги, и уже утречком вывешите вещи. Они высохнут за целый день, а вы, придя с работы, их снимете и будете уже ними пользоваться. Друзья, это основные, мы говорим, основные вещи, которые категорически нельзя делать после захода солнца. Обязательно передайте информацию всем тем, кого вы любите, кого вы цените, чтобы они этого не делали. Потому что, еще раз хотим сказать вам о том, что любые
Советы, рекомендации, о которых мы говорим, имеют накопительный эффект. Это в первую очередь. И все зависит только от вас, готовы ли вы делать изо дня в день те или иные операции, действия и так далее. Если вы ленитесь, то и также в вашей жизни вот та энергетика, которая окружает вас, также будет иметь место быть. Помните об этом. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Также обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Также, друзья, у нас есть канал на ТикТоке, ссылка в описании видео. Также переходите, смотрите, там очень много полезных, важных и нужных советов для вас и для вашей семьи. Всем желаю мира, любви, гармонии, друзья, и услышимся уже в следующем видео.